Приветик! Как ты догадался по названию, сейчас речь пойдет о трех локациях, где я проверяю способы фарма БП. Но акцентирую внимание не только на опыте, но и на деньгах, так как есть о чем поговорить. К слову, это прямое продолжение вот этих трех роликов о цикле эксперимента, где я разбирал локации по фарму БП. Сегодня речь пойдет об оставшихся локациях на севере. Это лабиринт, отражение и приток. Для свободы и наемников аналогичные локации это объезд и шахты. Результаты там будут такие же, как и у меня. Итак, вернемся к локациям лабиринт, приток и отражение. Могу сразу отметить, что они будут похуже в фарме опыта, чем кузня или затон. Но об этих локациях тоже есть что рассказать. Каждая из них лучше других в каком-то аспекте, но хуже в чем-то другом. Сегодня мы это и разберем. Начну я с закупа и снаряги, который буду все это проверять. У меня это Сатурн, Сашка и сборка на вес. По закупу я беру вот такой вот свой стандартный вариант. Он подходит для большинства случаев, но сегодня будет момент, где я его поменяю. Обязательно на каждую локацию беру с собой 3 схрона. Для меня это must have, потому что схроны имба. Итак, начну с локации отражения, или же черный объезд, если вы не за завет и не за долг. Закупился, взял схроны и самое важное. Взял с собой сак, бурят и ножку для прикопов. Фарм на отражении у меня будет заключаться в следующем. Я фармлю на нашей стороне, приоритет ставлю на установки, а после на сигналы. Если по пути попадутся прикопы, то лутаю и их. Вот так я решил все скомбинировать. Теперь перейдем к моим забегам. Сразу как только резнулся на локе, прочекал сигнал, потом пошел поставить схрон и лутанул прикопы на пути к установке, которую зафармил. После этого уже пошел за тем сигналом. Включил сак и лутанул еще один сигнал. Дальше ничего особо рядом не было, чтобы пофармить. Так что пошел ближе к центру, чтобы зафармить еще одну установку. После этого пошел искать сигналы. И тут типичный заветовский спинострел сделал свое гейское дело. Ну ты и гузер. Во второй попытке я не побежал сразу на свой труп, а просто лутал все, что по дороге. После этого пошел забрать свои остатки. Залутал еще один сигнал и поставил второй схрон. Потом пошел фармить установку, прикопы и сигнальчики. Далее была еще одна установка, и я поставил последний схрон. После этого что? Правильно, установочка. Зафармил тонну прикопов, но если честно, прикопы лутать лишнее, с них мало падает, но уже отказываться от них я не буду. Из-за того, что спотов больше не было, пошел фармить протку. В конце было еще пару установок, а потом собрал схроны и на вынос. По опыту вышло всего лишь 39 запечаток, но зато по деньгам 260 тысяч, плюс другие вещи, которые можно слить на ауке, но я не считал их в сумму. Второй забег был аналогичным. Фарм установок, клондайк прикопов и сигналы. Кстати, вот тут я сдох, и прикол в том, что я вообще не заметил типулю, когда пробегал. Что он там делал, ума не приложу. Нет, блять, не надо на меня газовать и страдать хуйней. Ладно, продолжая второй забег, я просто фармил, складывал схроны и убивал жирного. Да ты шо, охуел? По опыту на выносе вышло 56 запечаток, а по деньгам 332 тысячи. Третий забег, можно так сказать, был самым успешным. Вообще я заметил, что у меня есть такая фишка, что последний забег всегда идет самым успешным. Это уже традиция такая. Абсолютно никто мне не мешал в этот раз, и я спокойно набил карманы и вынес. По опыту вышло, как и в первый раз, 39 запечаток. А по деньгам 237 тысяч. Вкратце, у меня получилось 134 запечатанных опыта, то есть это 3300 опыта. И почти 4000 чистого опыта за сигналы и споты. В целом вышло 7 уровней, а денег 830 тысяч чисто скупщику, плюс 150 тысяч за товары на ауке, так что почти миллион вышел.
Потратил я на эти 3 забега 1 час. Более детальные выводы и результаты со сравнением будут в конце ролика. Итак, следующая локация у нас на проверке — это лабиринт. Закуп и снаряга остаются аналогичными, разве что выложил ножку, потому что прикопы на лабиринте это все равно useless. Способ фарма на этой локации заключается в том, чтобы просто лутать установки и помогать ученым, это приоритет. В остальном это протки. А сигналы тут тоже useless, но о них расскажу в конце. Не буду долго задерживать, так что погнали к забегам. Итак, лабиринт. Как только тут вылупился, сразу начал искать сигнал. Искать его среди всех этих закоулков я не стал, и потом вообще отказался от сигналов, ибо тупо невыгодно. Дальше пошел на ближайшую установку, которую зафармил, но лабиринт не утихал от ПКшеров. После установки я решил поставить 2 схрона, которые в кабинке около выноса. Здесь самое любимое место для ПКшеров, и я видел 4-очку. Плюс слышал выстрелы и труп союзника. Поспешил ебануть ПКшера, пока он будет идти в пузырь, что и случилось. Ну ты и гузер. Залутав бомжа ПКшера, я дальше пошел фармить. По сути, ничего сверхъестественного тут нет, просто бегаешь, фармишь установки и избегаешь врагов. Хотя это проблематично, ведь почти везде на радаре ты будешь видеть минимум 2-очку. Такая вот жизнь в лабиринте. Но скажу, что она себя окупает и стоит этих страданий. Это, наверное, самая выгодная локация для ПКшеров. Ибо поднять баблишко тут можно много. В общем, фармил я себе и фармил, пока не пошел за сигналом, где мне крепко засосали сакеры. Потом просто залутал себя и продолжил безудержно фармить. Фармить и фармить. Кстати, выбил блок гаммы и пошел на вынос. За первые 20 минут в лабе у меня вышло 48 запечаток и колоссальные 465 тысяч денег. Кстати, в лабиринте мне на удивление сегодня повезло. Я умер всего раз и не потерял лут. А обычно тут Лиманск на минималках. То ли из-за позднего времени, то ли мне просто повезло. Хотя я больше склоняюсь к ночному времени. У меня уже срок мяты вышел, пока я фармился. Ладно, второй забег был просто хорошим, я себе фармился и фармился. Еще и выпало 2 блока гаммы за одну ходку. Это успех. Обычно блоки не так часто падают. Просто сегодня Зив сжалился надо мной и чуточку подкрутил. В целом, за второй забег я нафармил 36 запечаток и 450 тысяч мани. Третий забег был аналогичным по структуре и принес мне 47 запечаток и 315 тысяч. За час, проведенный в лабиринте, у меня вышло 131 запечатанный опыт и 3 уровня за споты и сигналы. В итоге 6 уровней за час. Но зато 1 230 000 скупщику, ну и плюс где-то 150-200 тысяч на аукцион по вещам. Так что в итоге по деньгам почти 1,5 ляма. Оговорюсь, что мне крупно повезло, что за этот час я ни разу не потерял лут от ПКшеров. Обычно фармлю около 800 тысяч в час в среднем. Более подробные результаты в конце ролика. Итак, самая крупная локация по обзору сейчас это приток, либо же шахты, кто за свободу и наймов. Эта локация самая разнообразная по способам фарма, как денег, так и БП, хотя БП тут много не пофармишь, зато способов для денег предостаточно. Сейчас по-быстренькому расскажу о тех способах, по которым я уже делал ролики, это сигналы, прикопы и собирательства, то есть тайники. На сигналах, допустим, можно фармить около 4 уровней БП в час, бегая по лесам в начале локации с вашей стороны группировки. По деньгам в среднем выйдет около 400-500 тысяч в час. На прикопах этого всего считай в 2 раза меньше. А вот на собирательстве и тайниках БП не заработаешь.
Но вот по деньгам выходит стабильно от 1 миллиона до 1,5. Продавая разный хлам, который найдешь в мебели, сейфах, тайниках и т.д. на аукционе. Полные ролики об этом всем уже есть у меня на канале. Как вариант скажу, что можно еще комбинировать, то есть лутать сигналы, когда их нет, бежать на прикопы или лутать мебель. А теперь к новым еще непроверенным способам фарма. Первым делом проверю фарм на протках. Закуп, как и раньше. В общем, поставил схрон и прибежал к первой протке. Тут вижу, что боты стреляют по врагу. Я, конечно, не хотел выходить с прота и думал, долутаю ее, будучи осторожным. После чего начались эпические догонялки. И враг был повержен. А вот не нужно было на меня газовать. В общем, дальше я просто фармил протки, складывал в схроны и по сути все. Подфармив так полчаса, пошел на вынос, и у меня вышло всего-то 1,5 уровня БП. То есть за час получилось бы всего 3 уровня. А вот по деньгам вышло 350 тысяч, с учетом, конечно же, рандомного блока гаммы. Но плюс еще протки на аукцион, так что пусть будет 400 тысяч. За час таким темпом вышло бы 800 тысяч денег. Но если не учитывать блоки гаммы, то вышло бы на 2 сотки меньше. И последний способ фарма, который я хотел бы показать на этой локации, это фарм на спотах вражеской фракции. Этот способ в сравнении с другими способами на притоке очень опасный. Ведь по сути придется идти на вражескую территорию фармиться. Но если повезет и будет вражеский аванпост хотя бы в центре, то можно возле него. В общем, в чем суть? Здесь, как и в кузне, прибыльнее всего фармить около вражеского аванпоста, где будут респавниться споты людей. В зависимости от сервера, это может быть как середина локации, так и вообще вражеская сторона. Скажу, что фармить здесь абсолютно невыгодно во всех планах, ибо очень часто будешь умирать. Я спустя несколько попыток смог таки полчаса спокойно подфармить споты людей, и вот что у меня вышло. 65 запечаток и около 1 уровня за споты, то есть где-то 2,5 уровня за полчаса, а за час вышло бы 5 уровней. Но, друзья, повторяюсь, этот результат без смертей вообще. Так что в реальности получится еще меньше фармить. А по деньгам вышло 112 тысяч скупщику и где-то на 100 тысяч шмоток на аукцион. То есть за час вышло бы примерно 400 тысяч денег, при самых идеальных условиях и без единой смерти. Стоит упомянуть еще стартовые локации. Я, конечно, не проверял их на практике, но уверен, что опыта тут не пофармишь, как и денег. Так что об этих локациях почти ничего не буду рассказывать. Единственное, на чем можно заработать, это на собирательстве. Как травки, так и хлама в мебели. В общем, пора перейти к большим результатам. Начать я хотел бы с того, что у меня есть телеграм-канал с новостями и розыгрышами, Twitch, где я стримлю, и Boosty с Патреоном. С чего бы начать результаты? Дай-ка подумать. У каждой из упомянутых ранее локаций есть свои плюсы и минусы. Одна локация хороша в чем-то, но хуже других тоже в чем-то. Это если проводить сравнение с кузней и затоном. Но все сегодняшние локации больше сделаны в упор на фарм денег, а не фарм опыта ВП. Для себя лично из этих локаций я выделил лабиринт, так как там можно фармить и БП, и арты хорошие, и деньги. Правда, часто жопа сгорает от ПКшеров, но если пить таблетки, то все будет норм. По опыту БП из всех сегодняшних локаций лучше всего себя показали лабиринт и отражение. Хуже, естественно, приток. На лабиринте и отражении за час можно фармить около 6 уровней, на том же притоке около 3-4. Но стоит отметить, что лабиринт самый опасный из всех сегодняшних локаций, ибо там сутками ПКшат. Мне просто повезло сегодня от них ускользнуть. На отражении будет чуточку полегче. И еще легче на притоке, так как протки по сути недалеко от базы. А на стартовых локациях очень мало выйдет, но зато безопасно. А вот результаты по деньгам очень солидные, так как эти локации по сути для этого и предназначены. Начиная с отражения, можно делать от 800 тысяч до ляма валюты в час. На лабиринте еще больше, от 800 до 1,5 ляма. Ну а на притоке это около 600-800 тысяч, если фармить на протках. И от ляма и больше, если на тайниках. На стартовых локациях эффективно фармить деньги можно только на собирательстве. Правда, я не могу сказать, какие суммы там получатся. Но если вам будет интересно, то дайте знать в комментариях, стоит ли делать обзор на фарм в стартовых локациях.
Начну с отражения. Самый лучший способ фарма денег будет при фарме установок и комбинировании их с сигналами. Прикопы не показали должной эффективности. На лабиринте это безусловно установки и помощь ученым. Если нет ни того, ни другого, то тогда протки. На притоке есть два хороших способа заработка. Это собирательство, где за час можно стабильно делать свыше ляма денег, и протки, где денег будет поменьше, но еще будет немного качаться опыт БП. Конечно, я еще много чего упустил и забыл, что хотел рассказать. Но я и так уже пишу этот сценарий более 3 часов. Так что если я упустил что-то важное, не обижайтесь. На этом у меня все. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.